Передо мной стоит очень старая крепость, которая была построена около 1860 года австро-венгерскими войсками. Ее возводили не ради красоты, а чтобы контролировать побережье, дороги и путь с моря, защищая западные подходы к городу. Здесь когда-то был гарнизон, солдаты, караулы, ежедневные дежурства. В этих стенах хранились боеприпасы, а с бойниц открывался вид на море, с которого могли появиться враги. Вон она крепость, если вам видно, вот здесь море, вот она, друзья, вот. Крепость 1860 года. С годами угрозы уменьшились, и крепость постепенно пустела. Люди уходили, оставляя камень на волю ветра, дождя и времени. Она пережила войны, перемены властей и даже землетрясение 1979 года, которое разрушило многие здания вокруг. Ее камни держат память о прошлом, о людях, которые служили здесь, о сторожевых днях и тревожных ночах, о том, как этот берег охраняли века назад. Это место заброшено, но оно живет через камни, через пустоту и через память. И пока мы стоим здесь, можно почти почувствовать дыхание времени, которое крепость пережила, от строительства до наших дней. Это не просто руины, это свидетель истории, которая продолжается здесь и сейчас. Всем привет, дорогие друзья! Смотрите, какая погодка у нас. Как могли заметить, до этого я вам показывал, там снег видно, в горах везде снег. Сегодня идем смотреть истории прямо в лицо. Сегодня пойдем навестим одну древнюю старую крепость 1860 года и то, что от нее сохранилось после землетрясений, после всего, что было с тех времен. Я думаю, что вам понравится. Я совсем рядом. Прошел где-то километров 7-8. Сейчас буду подходить поближе и оттуда и включусь. Просто хочу вам показать, я не знаю, видно на камере или нет, снежок, как нас обрадовал сегодня. Вон там в горах везде снег. Внизу, чтобы вы понимали, я показывал, там море. И вот такие растения медитеранские, адриатические здесь потрясающие. Вот. Оливковые деревья молодые вот везде, вот здесь по дороге. Раньше, в 1860 году, здесь была австро-венгерская армия. Абсолютно везде, здесь, в этих горах, у них были свои казармы вот, военные. Вот одно из них мы сейчас приближаемся, друзья. Как можете заметить, отсюда даже видно. Вон он вход. Прямо сегодня на такую погоду я решил немножко прогуляться с вами здесь, посмотреть, что именно происходит, что осталось на сегодняшний день здесь интересного. Это тот самый вход. Сейчас это немного облагоустроили, там добавили вот лампочки, сделали красиво. Вот дорожка такая. Раньше можете представить, как это было там 170-180 лет назад. Как сюда ходили военные, как они здесь охраняли территорию. Они ее охраняли, как можете видеть, здесь море. Они ее охраняли, чтобы вражеские корабли не могли с моря вот зайти и занять, то есть забрать эту территорию. Отсюда у нас открывается прекрасный вид, потрясающий вид на один из самых красивых островов Адриатического побережья, Святый Никола. У нас ролики на канале имеются, несколько частей, я там был, снимал, у меня, по-моему, 3-4 части с этого ролика. Вон там католическая церковь, видно старый город, потрясающие пейзажи сегодня, дождливая погода. Вот это просто потрясающее местечко. Сейчас немножко будем подниматься, посмотрим, что там наверху имеется. Поэтому обязательно подписываемся, ставим лайк и поднимаемся вместе, друзья. Вот она крепость, как можете видеть. И вон, если смотрите, вот самая большая точка здесь, где, друзья, у нас, вот она здесь. Недавно я там снимал 2 ролика, по-моему, там была древняя церковь и то, что осталось от нее, и подземные туннели. Обязательно переходите, смотрите, это то, что надо обязательно посмотреть. А вон там, посмотрите, там где снег, там находится крепость на 1000 метров над уровнем моря.
Вон там я поднимался в дождь. Так опасно было, и кабаны, все всякое было. Вот я там поднимался, друзья. Вот тоже имеются ролики на нашем YouTube канале. Обязательно переходите и смотрите. И оставайтесь на моем канале. Там очень много всего интересного. А сейчас не будем долго рассказывать всякое. Просто хочу с вами дотронуться до этих потрясающих стен, которым здесь почти 200 лет. Значит, друзья, с 1860 года. Посмотрите вы этого. Хорошо посмотрите вот этого. Давайте дотронемся здесь. Дотронемся, почувствуем всю энергию, которую здесь оставили те, которые раньше были здесь. Посмотрите, вот как это арка, вот такая потрясающая. Посмотрите вы это, друзья, какая мощь здесь. Какая мощь. Вот самый вход. И вот эти камни, вот некоторые из них, как можете видеть, здесь пострадали. Вон там видно старый город. Абсолютно все потрясающе. Вот. И вот заходим. Вот. Как можете видеть по сторонам, здесь очень много разрушенных помещений. Давайте начнем в одном из них. Пойдемте здесь посмотрим, глянем, что здесь может находиться. Или может быть, вот это как какая-то большая комната или зал, наверное. Это здесь может быть была и кухня, мало ли. Но посмотрите, как это красиво выглядит сегодня. Вот это просто очаровающе, друзья. Вот. Это просто то, что сохранилось. Здесь были землетрясения, 50 лет назад было очень сильное землетрясение, но вот это место удержалось. Оно до сих пор стоит. Вот такие форточки, смотрите, какие интересненькие. Они вот здесь они прицеливались, наверное, со своими автоматами. И вы посмотрите, как они видели там и что видели. Вот. Какой вид отсюда у них открывался. Вот. Посмотрите это. Посмотрите, как это все выглядело отсюда. Вот некоторые заросли мхом здесь. Что это такое? Это листья оберегают вот эти стены, наверное, жилистые такие вот. Это просто вот посмотреть, называется истории в лицо, друзья. Сегодня будем смотреть истории в лицо, прям в лицо. Вот. Посмотрите это. Я надеюсь, что многие из вас хотели бы здесь побывать. Обязательно те, которые бы хотели, нажмите на паузу, поставьте лайк обязательно, друзья. Потому что по-другому никак. У нас вы увидите много чего интересного. Вот смотрите, здесь эти руины как продолжаются. Здесь, наверное, окна были. Располагались окна. Вот тут входные двери. Потом поднимемся там, посмотрим, какой вид у нас будет там. Давайте здесь посмотрим. Здесь, наверное, туалет был. Вот такое маленькое помещение. Здесь был, может быть, был туалет. Вот смотрите, что еще осталось. Вот эти ржавые всякие вот эти. Это что такое у нас? То ли эти саморези или там что-то такое. Смотрите, вот это 200 лет этому здесь. Вот этим стенам. Если хорошо присмотреться отсюда, вот даже здесь сохранилось, здесь даже сохранился не только камень, а здесь и штукатурка сохранилась на некоторых местах. Как можете заметить, видите, вот она штукатурка. Вот она вот сохранилась до наших дней, друзья. Вот она вот. Надо, к этому месту надо очень бережно относиться. Вот. Не надо здесь оставлять никакой мусор. Те, кто посещают это место, пожалуйста, имейте в виду, что это те места, которые мы должны хранить, беречь, чтобы могли вот так прийти спустя 100 или 200 лет наши предки, посмотреть здесь эту идиллию, окунуться вот в эту историю этого места, которая на сегодняшний день напоминает нас о том, что именно здесь было, вот, что здесь творилось 200 лет назад. Там, как видите, вот тоже окошки, форточки. Здесь некоторые руины сломанные находятся. Вот. Но вот это такая мощь, друзья, вот вы не представляете вообще. Вот. Это просто что-то. Здесь двери закрыты или открыты. Ого, вот это да. Вот эти двери уже новые ставили здесь. Но мы сейчас по-любому посмотрим, что здесь находится. Может быть, мало ли кто-то спит внутри. Или не спит. Посмотрите, видите. Внизу видите, какие окна. А потом я вам покажу. Вон там самолет летает. Потом я вам покажу там, что находится именно. Вот. Давайте пока спустимся здесь. О мой боже. О мой боже, посмотрите, видите, друзья. Посмотрите, какая
какая здесь штукатурка еще стоит, камни вот. Это просто все сохранилось, это просто что-то нереальное, вот, нереальное. Вот здесь с той стороны у нас сухо, вот с той стороны у нас влажно. Вот. Наверное, вода скапливается, откуда-то течет сверху. И вон отсюда, если видно, находятся горы вот со снегом, который недавно у нас был. Вот так, здесь помещение у нас такое. Я сегодня лампочку не взял. Ну, попробую, наверное, как-то сейчас с телефоном взять. Это была моя ошибка, наверное, что не взял лампу. Но я сейчас сделаю, включу телефон и сделаю, и мы с вами зайдем. Попробуем, друзья, зайти. Вот у меня с телефона лампочка, пускай будет, свою большую не брал. Здесь посмотрим, здесь мусор кто-то оставлял. Я прошу вас, если вы здесь знаете, здесь это место, не мусорьте здесь. Берите мусор с собой, выносите, друзья. Посмотрите, здесь камни, вот здесь кошки кто-то кормит постоянно, видите, вот здесь для кошек всякие приколы. И тут такие окна, вот, посмотрите, и этого. Форточки такие вот. И внутри штукатурка сохранилась. Она же везде здесь сохранилась. Да. Вот здесь как бы более-менее нормальненько. Здесь тоже форточки какие-то вот. О мой боже, вот это просто, да. Вот это просто. Вот это смотрим историю в лицо сегодня, друзья. Наверное, здесь внизу какие-то подземелья есть. Там какие-то шахты 100% должны быть внизу. Но сегодня не будем ничего такого исследовать. Но где-то тут должны быть шахты. Потому что гора большая. И они, наверное, делали проход внизу до моря. Катакомбы есть 100%. Но их надо как-то более внимательно. Как-нибудь в другой раз, может быть, поискать, посмотреть. Вот такое огромное вот здесь помещение. Вот, который сохранил и штукатурку, и все сохранил до сих пор. Вот такая красота, друзья. Вот обязательно, кому нравятся такие места, вот не проходите мимо, ставляйте лайк, обязательно пишите комментарии, как вам впечатление, есть ли у вас там, где вы живете, там на ваших местах, такие похожие постройки или нет. Давайте посмотрим дальше, что. Друзья, посмотрите, сейчас идем отсюда, вот выходим из этой комнаты, направо поворачиваем. Вон там горы со снегом. Прохладно сегодня, ветер дует, но ничего, я сегодня решил вам показать это место. И вот посмотрите, вот какая здесь комната была, охраняемая территория, что здесь было такое, вот стража или что-то такое. Посмотрите, сколько форточек, одна за другой, одна, вторая, третья. Здесь между одной и второй, если здесь автоматы были там или что-то другое, вот. Посмотрите, какое расстояние было там, 10, 20, 30, ну какие-то полметра здесь было расстояние. И посмотрите, везде вокруг эти форточки, вот. Это просто что-то. Такого я не встречал давно, кроме здесь, в этом районе, в этом поднебе, вот, где строили Австро-Венгрию. Вот они хорошо и внимательно относились к этим своим крепостям и к сооружениям. Здесь, как видите, вот там камень такой стоит, очень даже интересный, неподвижной. И здесь, наверное, это был стол. Кто-то это уронил вниз. Это должно было стоять здесь, как стол. И вот видите, здесь вот такая, как лавочка была. Вот. Она везде, наверное, вокруг была. Вот. И тут был стол. Они что-то здесь решали, наверное, смотрели чертежи или какие-то проекты там свои, там что-то. То все. Я хочу вам показать, допустим, вот прямо налево и направо. Давайте начнем справа. Вот какой вид у них был направо, если посмотреть. Посмотрите, сейчас на данный момент там машина какая-то находится, ну это видно на остров получается. Если посмотреть прямо, это вид на горы, там где снег, вот. Видите, какой вид потрясающий. И если посмотреть налево, это уже видно дорогу там и на горы. Поэтому они, как видите, как можете видеть, они из-за этого здесь построили вот эту такую комнату, или там сторожевая, вот, сторожевая, или как это правильно говорится, вот, где они стояли здесь со своими пушками, или какое-то время было оружие. Кто лучше меня знает, может написать в комментариях. Это просто потрясающе. Как можете видеть, из камня здесь растут вот такие цветочки, вот. Прямо из камня, друзья, вот. Вон корень камня, вот. Как это объяснить, я не знаю. Вот здесь тоже вот.
Да, много чего интересного и нереального. Но сейчас что мы сделаем, друзья? Вот мы посмотрели, вот это что назад, вот такое. А если немножко шагнуть вперед, да, посмотрим, допустим, видя из сторожевой комнаты, что у нас будет напротив. Сейчас это облагородили, там поставили лавочки, пару лавочек, здесь потрясающий закат вечером. Ну давайте просто посмотрим, мы вышли оттуда вот, и сейчас посмотрим, вот здесь тоже руины, видите, здесь это тоже было везде, абсолютно везде, здесь были построения крепости. Что мы видим напротив нас, друзья, что мы видим здесь? Мы видим здесь горизонт. Вот это горизонт. Там сейчас пытается вылезти солнышко после такого дождливого дня. Посмотрите, какой вид у них был здесь на Адриатическое побережье. Допустим, напротив нас находится самая близкая страна, это Италия, через море. Вот, Австро-Венгрия здесь защищались. Там некоторые острова и полуостров. У меня имеется на канале, я там выживал несколько раз. 3-4 ролика у меня имеется, и скоро уже в монтаже еще несколько, поэтому обязательно подписывайтесь, друзья, не пропустите, так как у меня очень часто выходят ролики минимум 2 в неделю, вот, минимум 2 в неделю. Вот, напротив будет потрясающий остров Святый Никола. Давайте поближе пойдемте отсюда, вот, посмотрите, какой вид у них был прекрасный отсюда, вот. Посмотрим отсюда, вот, везде, вот, как видите, открытое море. Открытое море, это сейчас сделали лавочку, вот. Ну не сейчас, а там спустя может лет 10. Вот видите, снег вокруг в горы, везде снег и внизу море, вот. Вон там остров Святый Никола, вот какой вид у них был отсюда на этот остров, друзья. Потрясающий вид, абсолютно слов даже нету, как это можно по-другому назвать. Вот такое местечко, вот. Вот тут сейчас лавочка, тут можно сидеть, смотреть на закаты, там на рассвете, или как кто любит. Вот так вот. Иногда тут можно встретить кошки, они тут обитают. Сейчас посмотрим еще немножко, вот давайте вот эту сторону, которую мы здесь не смотрели. Вот это как выглядит отсюда, здесь. Вот так вот. Потрясающе вот. Сейчас идем туда, друзья, вот так как до этого посмотрели. Посмотрите, здесь это, наверное, после землетрясения, здесь такие руины. Вот. Это хорошо, что здесь теперь есть урна, можно все выкинуть. Вот потрясающий вид. Вон там кораблик прямо на солнышко, вот это просто... Классная картинка. Вот. Что хочу заметить, я не знаю, вот я вижу здесь гидроизоляция, по-моему. Или это катран, или что это, изоляция здесь. Ну да. Посмотрите, она еще до сих пор сохранилась. Ну неужели тогда в то время была изоляция вот такая вот? Это катран, или как это называется? Блин, вот это вообще вот интересно. Вот это правильно сделали. Здесь двери поставили, вот, чтобы почистили, наверное, чтобы здесь вандалы не мусорили, потому что, наверное, здесь ночью приходили, там злоупотребляли там спиртными напитками или чем-нибудь, и там выкидывали мусор. Сейчас посмотрим, как это сейчас красиво там, или не красиво, или чисто, или не чисто. Но, по крайней мере, хорошо, что сделали здесь, что вот закрыли, вот молодец. Она же не открывается, по-моему. Или может она открывается в другую сторону. Сейчас посмотрим, друзья. Сейчас посмотрим, никуда не денемся. Может, неправильно открыл. Все. Часы на месте. Все нормально. Ну вот. И открыл. Это хорошо, что они так сделали, что поменьше мусора будет здесь. Посмотрите, посмотрите. Посмотрите, какой огромный. Я думал, это маленькая совсем. Здесь, наверное, была питочная для преступников. Или там для военнопленных. Возможно, видите, здесь решетки. И вот здесь такая каменная комнатка или каменное помещение такое низкое. Вот. Я рост у меня 1,80 м с чем-то. Ну, здесь почти 1,90 м. Вот. Высота такая вот, наверное,
здесь была какая-то комната или тюрьма. Я не знаю, ну, похоже на этого, друзья. Вот. Потому что везде нету нигде форточки. Здесь, может, какая-то для военнопленных, здесь, может, питали людей. Вот. Как-то так. Идемте дальше. Закрыто это все при выходе. Сейчас пойдем туда, посмотрим, что там имеется. Пойдем в ту сторону. Пойдем здесь, обойдем, посмотрите, ведь какая арка здесь, как это мощно выглядит. Как это выглядит мощно. С той стороны. Вот. Здесь у нас еще одно помещение. Вот. Еще одно помещение интересное. Ого. Тоже была питочная, наверное. Просто вот комнатка такая вот, без окон, без всего вот. Вот смотрите здесь. Смотрите здесь. Вот этого, наверное, от землетрясения. Вот. Ну это мощь такая, такие камни мощные вообще. Вот это просто огонь, друзья. Вот посмотрите этого. Посмотрите, как это выглядит отсюда. О мой боже. Здесь надо будет подняться, попробовать подняться, друзья, так как отсюда невозможно было. Надо же посмотреть. Внизу какая-то пещерка имеется. О, потом сейчас туда поднимемся. Посмотрите, вид какой здесь интересный. Иногда я там ловил рыбу и оставался. У меня тоже на моем канале имеется выживание с этого побережья. Здесь это закрытый пляж, до него совсем недоступно, нелегко дойти. Вот. Посмотрите это. Посмотрите это. Давайте сейчас поднимемся потихонечку. Посмотрим, что отсюда будет. Потрясающее место, потрясающий вид. А это просто что-то. Здесь тоже, как видите, вот, обработана изоляция. И вот такой потрясающий вид, друзья. Посмотрите это. Посмотрите, какая красота. Вон там остров видно. Горы, снег. Давайте поднимемся еще, посмотрим. Здесь, посмотрите, здесь что такое. Вот. Наверное, внизу, да, там, где пещерка вот эта была, которую сейчас видел, и здесь. Там тоже вид был. Там тоже сторож. Наверное, где-то стоял. И здесь тоже, вот с той стороны. Потрясающий, видно старый город. Вон он, старый город, друзья. Это просто что-то, друзья. Поднимаемся. Вот так вот, друзья. Вот. Сейчас попробую здесь как-нибудь, если можно, будет подняться. Вот. А то уже вот как-то здесь и неаккуратно, и не хочется вот повредиться. Вот. Вот как видите, здесь. Как видите, здесь тоже внизу что-то есть. И вот такой потрясающий вид. Посмотрите это. Это просто что-то. Друзья, это просто что-то. Тут очень опасненько ходить. Один неправильный шаг и все. Посмотрите это. А это просто. Я не знаю, слов нет. Вокруг снег. О, чуть не упал, чуть не разбился здесь. На эту. Вот здесь тоже видите, какое здесь помещение было. Но в него надо как-то с другой стороны попадать. Как-то как-нибудь отсюда. Вот. Но это уже в другой раз. Там тоже видите, как это все выглядит. Какой-то столик там тоже. Вот. И это везде вокруг здесь по всей горе такое вот. Потрясающее место, друзья. У меня нет слов. У меня, честное слово, нет слов, как я сегодня рад, что вышел показать вам такое потрясающее место. Я надеюсь, вам понравилось. Сейчас еще спустимся здесь, посмотрим отсюда, что будет и какой вид будет. Посмотрите вид. Это просто что-то. Это просто что-то, дорогие друзья. Обязательно, кому понравилось, пишем комментарии, откуда смотрим и как вам это все. Вот эта красота.
И кто хочет ролик оттуда, переходите на канал, там все будет. Здесь очень опасно, вот уже поцарапал вот эту мою спортивную одежду. Вот, почувствовал, что я уже... Видите, ничего страшного. Посмотрите, здесь такие растения. Вот это просто какой запах. Вот это, смотрите, друзья, вот это медитеранское, просто прям адриатические вот такие растения. Здесь тоже это что такое? Кто понимает, вот пишите обязательно в комментариях. Просто не знаю, что это такое. Но вы, если знаете, пишите вот. Я думаю, что на этом все. Сейчас будем спускаться здесь. Сейчас будем спускаться. Посмотрите, ведь. Сейчас будем спускаться и откуда-то там оттуда, по-моему, будем выходить. Как-то так, дорогие друзья. Вот. Сейчас буду спускаться, друзья. Вот смотрите, как здесь после дождя скользко, очень скользко. Вот такие растения тоже вот цветы. Кто знает, это что такое? Пишите, посмотрите это вот. Как это все выглядит. Это просто потрясающее, потрясающее место, потрясающий выход сегодня. Потрясающий выход на сегодня на улицу. Я думаю, что с этого места будем и прощаться, дорогие друзья. Вот. Вон там что-то дымится. Будем прощаться с этого места. Я думаю, вам понравилась вот такая экскурсия по очень древнем месте. Это очень древнее такое место, местечко. Очень древнее, очень старое. Потрясающее просто место. Вот. Других слов нет. Всем, кому понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, ваши друзья. Пишите комментарии. Посмотрите это. И совсем скоро, конечно, увидимся. Очень много роликов на канале. Кто не смотрел, переходите, смотрите. Очень много интересных роликов у меня. А на сегодня все. Всем спасибо, кто смотрел. Еще раз. Это было потрясающее место. Всем удачи, всем пока. Увидимся в следующем ролике. Чао.